Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Глаза Чангука говорят сами за себя. Девятое место. Чангук сказал: «Я ненавижу и СМС, и звонки, но когда дело доходит до Тэхёна». Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Чангук и Тэхён намекнули, что в будущем хотят заключить брак друг с другом. Брак – мечта или судьба?» Разбираем намеки и подкрепляем надежды. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Их предпочтения очевидны. Седьмое место. Ох, Чангук, мы же все видим. Шестое место. Поведение пары. Нежные тактильные ощущения подобны прикосновению к душе. Тэхён знает, как удобно устроиться на диване. Пятое место. Просто им так хорошо вместе. Четвертое место. Забота. Разве можно просто взять и пройти мимо своего Тэхёна? У Тэхёна плоскостопие. Вредно так сидеть. Чтобы икру не напрягал, заставил сесть правильно. Третье место. Новости.
Ким Тэ-хён пользуется большим уважением не только в музыкальной индустрии, но и в корейской индустрии развлечений в целом. На PD, ТВ-продюсер, директор шоу Game Cartoons. Помимо всего прочего, для меня важнее всего, является ли этот человек искренним и хорошим человеком. Это, безусловно, приоритет номер один. В случае с реалити-шоу актеры могут играть в начале, но позже их личности раскрываются. Чангук так радуется и топает ножками, как малыш. Фан-встреча. Вопрос для Хосока. Если бы ты родился заново, кем из участников хотел быть? Ответ Хосока. Ого, это сложно. Кого мне выбрать? Может, Тэ-хён или Чангук? Или Джин неплохой вариант. Каково это — быть таким красавчиком? Я хотел бы родиться человеком с совершенно другой личностью, чем моя. Я выберу Джина. Когда я его вижу, то думаю о том, насколько он уникален. Джин живет другой жизнью и размышляет совсем не так, как я. Я думаю, это было бы весело. Интересно, если бы такой вопрос задали Чангуку, кого бы он выбрал? Скучаю по этому красавчику нереально. Все основные корейские новостные каналы и медиа делятся письмом и снимками Тэ-хёна, хвалят его за усердную работу и с нетерпением ждут его увольнения из армии. По этому горячему красавчику я скучаю не меньше. Правду говорят, чем ближе встреча, тем дольше ждать. K-Media сообщает о долговечности Winter Ahead в различных глобальных чартах, что доказывает ее популярность. Winter Ahead находится в чартах Indian Army в течение 13 недель подряд с момента его выпуска, продолжая доминировать в мировых чартах. Army Chart является официальным чартом Международной федерации фонографической индустрии (PIPI) и составлен на основе данных основных потоковых платформ, таких как Spotify, Apple Music и Amazon Music. Песня Winter Ahead также стала первым сольным исполнителем K-pop, который возглавил российский чарт Apple Music Top 100 Daily Songs Chart. Какие горячие образы! Его любимая поза. Просто наслаждайтесь. Парня, который был танцором BTS, во время их поездки в Мексику, спросили, правда ли, что Чангук был очень близок с Тэ-хёном. На что он ответил:
Это правда, что Чангук очень привязан к Тэхёну? Я расскажу вам, что я заметил, когда жил с ними. Я читал ваши комментарии и наткнулся на этот вопрос. Я хочу ответить на него, потому что, когда репетировал с ними, то заметил, что Чангук и Тэ были очень близкими друзьями. И почему я говорю, что они были близкими друзьями? Да, я понял, что они много времени проводили вместе, болтая. И хотя мы были нашей группой, а они были друг с другом, они также говорили о том, что мы собираемся делать и все такое. Были моменты, когда Хосок ставил для нас хореографию и учил нас правильно делать шаги с Намджуном, Чангуком и Тэхёном, но именно они были в основном вместе, понимаете? Например, Юнги был больше привязан к Намджуну и Хосоку, как будто они втроем создали свою собственную маленькую группу, хотя все они разговаривали друг с другом. Иными словами, было ясно, что все они общаются друг с другом, но есть некоторые, которые больше дружат и так далее. Я думаю, что несмотря на то, что все семеро отлично ладят между собой, именно Чангук и Тэхён очень близки. У меня сложилось такое мнение, потому что, как я уже ранее говорил, когда мы репетировали с Хосоком, они просто разговаривали вдвоем, смеялись и все такое. И я не думаю, что остальные не были с ними, потому что они были заняты. Я имею в виду, что мы все были как бы сами по себе. Юнги не помогал. Я очень хорошо помню, что именно Чангук и Тэхён были очень близки друг к другу. Именно поэтому я и хотел ответить на этот вопрос, потому что действительно помню, что они были очень близки друг к другу. В комментариях, естественно, появились негодующие, у которых валетов в колоде не хватает, пытающиеся уличить парня во лжи, неистово требовали рассказать про Чимина и Чангука. Настаивали на том, что именно Чимин близок с Чангуком, били себя кулаками в грудь, скандировали Чигук и зрил, и все в этом духе. На что танцору пришлось записать еще пару видео, где он популярно объясняет, что видео не содержало никакого шиперского подтекста, а лишь пыталось донести до слушателей, что среди всей сплоченной семерки именно Тэхён и Чангук были теми самыми «мы с Тамарой ходим парой» и единым организмом, имеющим общих тараканов, приколюги и шутки, понятные только им. Он не единожды упомянул, что все это основано на его личном наблюдении, возникшем за несколько дней сотрудничества с группой. Красноволосый Тэхён. Нежно напоминаю вам об этой их разнице, если вы вдруг забыли. Чангук, когда он один, и Чангук, когда он с Тэхёном. Хосок на эфире. Причина, по которой это будет особенный прямой эфир, заключается в том, что я включу его и буду продолжать до завтрашнего релиза Sweet Dreams. Я сделаю это в прямом эфире, и мне будут сниться сладкие сны, и я уйду с этим чувством. Мне кажется, вы ошеломлены. Вы наверняка подумали, что я включу трансляцию ненадолго и уйду.
но на самом деле я буду с вами в эфире не менее 12 часов. Я буду наслаждаться Sweet Dreams с вами, и у меня тоже будут сладкие сны. Я просто оставлю его включенным, и лайв будет идти дальше. У нас есть время. Я расскажу вам все, что захочу, не спеша, не спеша. Это что-то новое, да? На мне нет макияжа, но мы ведь вместе уже так долго, верно? Вы знаете меня со всех сторон. Есть на мне макияж или нет? Интересно, есть ли в этом какой-то смысл? Люди, которые знают меня в любом виде, это вы, наша армия, это мое спальное место. Я так хочу спать. Думаю, я смогу уснуть. Когда я буду спать, даже если я захраплю, надеюсь, вы подумаете, что это нормально, потому что я тоже человек. Его идеальный профиль лица, боже. Фотографии, сделанные Тэхёном на реке Темза и Риджент-стрит в Лондоне, были представлены BBC, британской общественной телерадиокомпанией. А мэр Лондона, Садик Хан, активно продвигал их, публикуя фотографии, сделанные Тэхёном в Лондоне, что доказывает влияние Тэхёна как посла туризма. Самая горячая пара в мире. Итак, у нас новый рекорд. Хасок провел трансляцию на Вевес, занявшую более 12 часов. Ее посмотрели почти 27 миллионов уникальных пользователей и поставили 226 миллионов лайков. Это самая длинная и просматриваемая трансляция на платформе за всю историю. Надеюсь, когда Чангук вернется из армии, обязательно задастся целью во что бы то ни стало побить все, что набил Хасок. На концерте Чангук и Тэхён пили очень много и из одного стакана. Наверное, подавали только в одном. Будь близко с теми людьми, которые вызывают улыбку на твоем лице. Сумасшедший боди-контрол Чангука. То, как он имитирует удары током во время This Is. BTS объявили о выпуске двух новых проектов BTS 7 Moments и Run BTS Polly Highlight Package. 6 марта по корейскому времени группа объявила через свои официальные платформы в социальных сетях, что они выпустят такие проекты, как BTS 7 Moments и Run BTS Polly Highlight Package, которые будут выпущены в следующем месяце. Согласно объявлению, BTS 7 Moments будет доступен для предзаказа 19 марта, а выпущен 2 апреля.
Что касается Run BTS полый Highlight Package, то он начнет поступать в продажу 8 апреля, а релиз запланирован на 24 апреля. Что это конкретно за проекты, не разглашается. Поклонники с нетерпением ожидают выхода 2 новых релизов, поскольку ожидается, что они выйдут как раз к полному воссоединению группы в июне, когда все участники будут уволены с обязательной военной службы. Спустя время. Намджун считается одним из лучших лидеров. Он не боится смотреть проблемам в лицо и искать пути их решения. Призывает участников спокойно рассказать обо всем, что их беспокоит, и создает платформу для совместного поиска решения проблем. Намджун не затмевает других участников группы и не ставит себя выше остальных. Даже во время церемонии награждения он стоит позади всех участников, позволяя публике вдоволь налюбоваться своими подопечными. Он великолепно владеет словом. Несмотря на свою молодость, говорит красноречиво и с таким самообладанием, что это не может не поражать. Намджун умеет не только красноречиво говорить, но и прекрасно общаться с другими. Он говорит на английском, корейском и японском, говорит с другими участниками, интервьюерами и представителями компаний. В общем, делает все возможное, чтобы донести информацию до каждого. Намджун наблюдателен. В любом споре он бесстрастный миротворец, способный восстановить нарушенное равновесие. В 2024 году Намджун получил награду «Лучший К-поп-лидер 2024 года». А помните, как Чангук в очередной раз был крутым и хот, когда просто сделал это? Блондин Чангук, моя Римская империя. Не мудрено, что Чангук забыл свои слова, ведь его фокус внимания и мысли были совсем о другом. Тэхён как-то сказал, что эта милая родинка вдохновляет его. И целует ее каждый раз, когда замечает. Я уверен в этом. Простите, он президент крупной компании? Почему от него такой деди-вайб?
Простите, почему так горячо? Я не могу, они такие милашки тут. Просто Чангук смотрит на Тэхён каждый раз, когда тот что-то говорит. Как же трепетно он прикасается к нему, нежнятина. Шикарный Тэхён в этих шикарных линзах. Давайте не будем ему об этом говорить, просто промолчим. Тэхён и бандана – это смерть фандома. Второе место. Это так интимно. Я чувствую дикое напряжение. Реакция людей на парней. Я шиперю парня в черной футболке и парня в леопардовом костюме. Такое ощущение, что они на свидании. Первое место. Их маленькие касания заставляют сердце делать большие обороты сальто. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.